Анна Ковальчук, любимая миллионами актриса, относится к той категории, которые по воле случая попали на сцену и остались там на всю жизнь. Если бы не случай, то эта талантливая девушка закончила бы свой факультет кибернетики и занималась бы научными разработками. Но судьбе было угодно распорядиться иначе, и мир получил замечательную актрису, в копилке которой много ролей сильных и самодостаточных женщин. Слава пришла к актрисе Анне Ковальчук после выхода на экраны сериала «Тайны следствия». До следователя Марии Швецовой зритель почти и не знал актрису Ковальчук. На ее счету была лишь роль принцессы в лирической комедии «Любовь зла». Так что можно уверенно говорить о блестящем старте актрисы с «Тайнами следствия». А многое ли вы знаете о личной жизни любимого следователя? Роды на камеру, таинственный муж, внезапно обретенная сестра. Как сложилась жизнь звезды сериала «Тайны следствия» Анны Ковальчук? Об этом мы решили рассказать вам. Родилась Анна Ковальчук 15 июня 1977 года в немецком городе Нойштрелице. Отец Ани был военным и одно время служил в ГДР. Там она и появилась на свет. А вот мама и бабушка с дедушкой работали учителями. Но девочка была настолько стеснительной, что даже этой профессии, где нужно выступать перед аудиторией, боялась. Об актерстве тем более речи не шло. После возвращения из Германии семья осела в Ленинграде. Аня училась в школе, занималась музыкой и танцами. Поступать собиралась в местный политех. А в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии попала почти случайно, но тут же была принята. И уже студенткой впервые вышла на сцену театра имени Ленсовета, где и трудится до сих пор. Первой ролью Ковальчук в кино стала принцесса в комедийной картине «Любовь зла», прошедшей незамеченной. А уже следующее ее появление на съемочной площадке стало судьбоносным. Анна была утверждена на главную роль в сериал «Тайны следствия». Правда, началась работа с небольшого обмана. На момент кастинга Анне было чуть больше 20 лет, когда ее героине около 30. Пришлось приврать. Ковальчук сказала, что ей 29. Для убедительности сделала возрастную прическу и получила главное место в детективе. Вскоре, после утверждения Анны Ковальчук, создателя сериала «Тайны следствия», ждал еще один сюрприз. Артистка забеременела. Запущенный проект было уже не остановить, так что продюсеры быстро сориентировались, дали команду сценаристам, и те прописали любовную сюжетную линию с зачатием у Марии Швецовой. Так что роды в сериале – это настоящие роды Анны Ковальчук. Тогда эта история наделала немало шума. А дочь Злата стала актрисой с рождения, точнее, еще в утробе. Режиссер сказал «надо», я и согласилась. Только до сих пор не знаю, как отнестись к тому, что в фильме оголили мою грудь во время кормления. Но с другой стороны, это же не эротическая сцена. А роды прошли очень даже хорошо, и Злата просто потрясающе сыграла. «Я каждый раз смотрю эту сцену и плачу», – рассказывала звезда. Первый сезон сериала имел огромный успех, так что за ним последовали второй, третий, четвертый и последующие. Ковальчук считали актрисой одной роли, но она совершенно не переживала по этому поводу. Ей вполне хватало тайн следствия и работы в театре. Конечно, она еще снималась в каких-то картинах, но их названия обычному зрителю мало что говорят. Так было до тех пор, пока Владимир Бортко не пригласил Анну на роль Маргариты. Взявшая себе за принцип не оголяться ни на сцене, ни в кадре, и переживавшая из-за того, что при родах немного засветили ее грудь, Анна Ковальчук согласилась. В сценах с обнаженкой она снималась без всяких дублерш. Ее Маргариту высоко оценили потом и зрители, и коллеги. Среди актеров участие в постановках произведения Булгакова считается опасным. И именно булгаковскую мистику винили в крахе личной жизни Анны Ковальчук. Многие актеры, мол, боялись прикасаться к творчеству писателя, а согласившиеся сниматься теряли деньги, здоровье, любовь и родных. Вот и развод Анны Ковальчук с первым мужем, актером Анатолием Ильченко, некоторые списывали на ее съемки в «Мастере и Маргарите». Эти события примерно совпали по времени. Однако расставание после 6 лет брака прошло тихо и с виду безболезненно. Анна предпочла сохранить нормальные дружеские отношения с бывшим мужем ради общей дочери. Анатолий остался прекрасным отцом для Златы и другом для Анны. Тем временем продолжались съемки все новых сезонов «Тайн следствия». Анну Ковальчук пригласили в картину «Адмирал», затем в «Петр I. Завещание». Но для зрителей она оставалась всегда следователем Марии Швецовой, жизненными перипетиями которого интересуются до сих пор. Менялась и личная жизнь самой Анны.
Через несколько месяцев после развода в ее жизни появился Олег Капустин, бывший сотрудник органов, побывавший в горячей точке, а на тот момент бизнесмен. Красивые ухаживания и ценные подарки, а также предложение руки и сердца, сделанное через полгода после знакомства, не растопили сердце красавицы Анны. Она уже жила с Олегом, но не хотела оформлять отношения. Впрочем, мужчина все-таки ее уговорил. Роскошная свадьба прошла в 2007 году во дворце на Английской набережной. В подарок новобрачная получила породистого жеребца. Конный спорт давно стал увлечением Ковальчук, а Злата и вовсе кандидат в мастера спорта по этому виду. В 2010-м появился на свет сын Анны и Олега, которому дали древнее имя Добрыня. Говорят, папа так был рад рождению первенца, что сам вставал к нему по ночам менять подгузники, купал мальчика и гулял с ним. Анна планировала выйти из декрета через 1,5 года, но съемки не позволили. Спустя 5 месяцев после родов она вновь была на площадке сериала «Тайны следствия» в роли Марии Швецовой. «Я ощущаю себя женщиной, которая никогда не пожертвует семьей ради работы, если я не ощущаю, что эта работа принесет благо мне и близким. Согласиться на что-то, из-за чего потом моей семье будет стыдно или горько, это вообще не мое. Может быть, поэтому у меня нет сногсшибательных ролей в кино», признавалась актриса в интервью. Анна по-прежнему дорожит семьей больше, чем работой. Она играет в том же театре, а съемочная площадка «Тайн следствия» давно стала ее вторым домом. Вышел уже 21 сезон. 45-летняя актриса утверждает, что доживет и до 30-го. Кроме того, она читает детские книги в специальной программе на телеканале «Спас» и занимается благотворительностью. С мужем актрисе удалось преодолеть кризис, который неизбежно случается даже в самых крепких отношениях, и нынче в семье сплошная гармония. Олег – госслужащий, поэтому он никогда не появляется с Анной на светских мероприятиях и тем более в ее соцсетях. Так что его часто называют таинственным мужем. Но при чем тут таинственность? Просто человек непубличный. Ковальчук ведь тоже не любит киношные и театральные тусовки, предпочитая проводить все свободное время с семьей. Несколько лет назад выяснилось, что у Анны есть единокровная сестра. Екатерина Ковальчук тоже актриса. О настоящем отце она узнала лет в 15, а до того считала папой отчима. В 17 лет она приехала из Сыктывкара в Петербург. Родной отец признал ее и помог устроиться в северной столице, а позже познакомил сестер. Екатерина поступила было на журналистику, но потом перешла в театральный. 29-летняя актриса равняется на старшую сестру и уже сыграла главную роль в историческом сериале «Крепостная», после чего получила несколько приглашений в перспективные проекты. А недавно появилась информация, что Катя Ковальчук встречается с Гариком Харламовым. Дочь Анны Ковальчук выросла и стала красавицей. Злате 21 год. Она учится на юриста-международника и периодически появляется в эпизодах сериала, в котором, можно сказать, родилась. Злата из милого ребенка превратилась в красивую девушку. Да чему здесь удивляться, ведь генам наследницы звезды можно только позавидовать. Поклонники уже давно обратили внимание, насколько похожи Анна и Злата. А вот сын актрисы, наоборот, растет точной копией своего отца, второго супруга артистки Олега Капустина. За годы сериала «Тайны следствия» Мария Швецова успела вырасти с позиции старшего следователя прокуратуры до той же должности по особо важным делам в Следственном комитете и поработать адвокатом, не теряя связи со Следственным комитетом. В личном – развестись с 2 экранными мужьями и неожиданно стать блондинкой. О долгом сотрудничестве с «Тайнами следствия» Анна не жалеет, и актрисой одной роли себя не считает. Но признается, было желание покинуть проект, когда на площадке работали режиссеры, не прикипевшие душой к истории, взявшиеся за него лишь бы заработать. Ковальчук, конечно, не ушла и не планирует. Создатели обещают все новые и новые преступления в декорациях Питера. А мы с нетерпением будем ждать новые сезоны сериала «Тайны следствия».